Привет, друзья! Сегодня хочу вам показать очень интересный рецепт безглютенового хлеба. Он получается вкусным, мягким и при этом не содержит ни грамма муки. Поэтому не теряем больше времени и поехали готовить! Сегодня мы будем готовить хлеб на основе риса. Он полезный, здравословный и особенно если у вас есть чувствительность к глютену. Предварительно нам нужно замочить любой рис, который у вас есть, в холодную воду на ночь. Я использовала рис басмати, потому что только такой был дома. По истечении ночи, на следующий день мы получаем рис, который увеличился в объеме и стал более мягким, точнее он крошится. Теперь нам нужно солить лишнюю воду, в которой мы замачивали, собственно, наш рис. И после этого мы его перекладываем в смесительный стакан нашего блендера, где, собственно, мы будем делать наше тесто. Убрали воду и хоп, весь рис туда засунули. И теперь делаем то же самое с остатками риса. Хоп. И хоп. Теперь нам нужно сюда, к нашему рису, добавить, либо вы можете взять мед, либо вы можете взять обычный кристаллический сахар. Добавляем где-то одна вот такая ложка. И обязательно добавляем соль. Отдельно в теплой воде растворяем живые дрожжи и хорошо перемешиваем, чтобы не остались комочки. Когда наша жидкость уже готова, мы ее отправляем к нашему рису. Хоп. Теперь закрываем нашу чашу блендера и отправляем, чтобы это все хорошо перемешалось. Оп, вот так. Ну и перемешиваем. Наше тесто уже готово, поэтому приступаем к нашей форме. Ее нужно заранее подготовить и застелить пергаментной бумаге вот таким способом. Здесь мы не делаем французскую рубашку, потому что в рецепте нет глютена и муки, которые создают защитный слой. И такое тесто будет более влажное и липкое, поэтому пергамент работает намного лучше в этом случае. Теперь отправляем наше тесто в форму. И оставляем на расстойку. Конечно же, мы накрываем с помощью пленочки, чтобы никакой корочки не образовалось на нашем хлебе. Оставляем где-то на минут 40-50. Конечно, все зависит от вашей температуры в комнате. А после этого я вернусь и вам покажу, что дальше нужно делать. Наше тесто уже чуть-чуть поднялось, поэтому мы присыпаем его сверху с любые семечки, которые у вас есть. Наше тесто уже готово, поэтому сейчас мы его отправляем в духовку, нагретую предварительно 200 градусов, где-то на минут 35-45. Все, конечно, ребята, зависит от вашей типа духовки. И после выпекания, когда хлеб уже готов, сразу мы не спешим его вытащить с формы. Даем ему где-то минута 10-15 на стабилизацию, и после этого мы его вытаскиваем. И, собственно, после этого я вернусь к вам уже с готовым результатом. Ребята, наш безглютеновый хлеб готов, и он получился очень интересный. Я лично никогда не пробовала безглютеновых хлеба, поэтому мне лично очень понравился.
Он более такой, знаете, сбитый, более такой клейкий, но это очень вкусно и очень интересно. Поэтому, если вы хотите приготовить безглютеновый хлеб на рисе, то, пожалуйста, вот вам рецепт. И если он вам понравился, обязательно ставьте лайк, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!